Можем приступить к самому интересному и творческому этапу. Для него нам потребуется спирт и стакан. Прорисовывается интересная картина. Теперь можно добавить еще половинку. И блеск. Всем привет, с вами Ксюша, и в этом видео я вам покажу, как сделать такой вариант декора, который отлично подойдет для создания акцентной стены. Чтобы не растягивать это видео, я за кадром загрунтовала поверхность и окрасила в близкий цвет к бархату. Теперь можем приступать к его нанесению. Делать я это буду при помощи кельмы. Набираю небольшое количество материала вот таким образом и приступаю к нанесению. На этом этапе мы должны просто распределить декоративный бархат тоненьким слоем по всей поверхности. Создавать какой-то узор не нужно. Наносим его как можно тоньше и ровнее, двигаясь кельмой в разных направлениях. Желательно на этом этапе применять хорошее освещение, чтобы было видно все неровности и следы от инструмента, которые нужно сразу убрать. Таким образом заполняем небольшой участок и возвращаемся к началу, где материал начинает уже подсыхать. Чистим кельму влажной тряпочкой, чтобы она не оставляла царапин после себя. Отлично, теперь приглаживаю еще раз всю поверхность. На большой стене работаем точно так же. Нанесли пару квадратных метров, и пока материал не высох, нужно его немного подгладить, чтобы убрать самые мелкие неровности. Таким образом мы заполняем всю поверхность. Закончили с первым слоем и оставляем его до полного высыхания в течение 12 часов. Первый слой бархата хорошо высох, и теперь можно приступать к нанесению второго. Много материала за раз набирать не нужно. Такого количества будет вполне достаточно. Так как для последующего создания эффекта акварели нам нужна ровная основа, то бархат мы наносим не в классической технике, которая подразумевает имитацию ткани, а просто создаем тонкий заполняющий слой, не обращая особого внимания на получающийся рисунок. Главное заполнять поверхность неровными участками. Таким образом стыки между ними будут незаметны. И не забываем периодически очищать рабочий край кельмы, чтобы она не оставляла царапин. Тут хорошо видно, что я оставила неровный край у предыдущего участка. И теперь просто заполняю следующий, делая небольшой нахлест свежего материала на подсохший. Нанесли второй слой бархата и оставляем его до полного высыхания. После этого можем приступить к самому интересному и творческому этапу. Для него нам потребуется сделать спиртовой коктейль. Беру акриловый лак и добавляю его в воду, примерно 20% от объема воды. Теперь добавляю столько же 90% спирта. Если нет спирта, то можете использовать водку, но пропорции воды нужно будет уменьшить. Далее идет универсальный колорант белого цвета, примерно 10%. Перед тем, как создавать узор, сделайте пробный выкрас и убедитесь, что цвет получился не слишком блеклый или не слишком насыщенный. Отлично, можно приступать к нанесению. Для этого потребуется узкая и широкая кисть. Хорошо отжимаю кисть об край стакана и приступаю к прорисовке. Наношу материал тонким слоем на участок 20-25 см. Далее беру сухую широкую кисть и сгоняю его легкими движениями в сторону, чтобы появился заметный белый контур. За счет того, что в составе смеси есть спирт, рисунок достаточно быстро высыхает, поэтому большие пятна делать не нужно. Создаем рисунок постепенно, добавляя фрагмент за фрагментом. Композицию узора можете придумать сами, а можете взять за образец понравившееся фото из интернета. Там можно найти много вариантов интерьерных картин, сделанных спиртовыми чернилами. Только те работы выполнены на горизонтальной поверхности с помощью фена. И такая техника неприменима на стене, а этот вариант подходит. Сделала первую линию, которая задает общее направление рисунка, и после этого начинаю ее расширять. Каждый раз, набирая материал, хорошо отжимайте кисть, иначе, делая первые мазки, могут получиться очень сильные подтеки, так как коктейль жидкий, а бархат плохо впитывает влагу. Если такое произошло, то сразу вытирайте эти подтеки влажной тряпочкой, пока они не высохли. Сделала небольшое пятно произвольной формы и сгоняю материал из центра к краям, пока не сгладятся следы от кисти и не появится четкий белый ореол. Чтобы создаваемый узор смотрелся интереснее, пятна нужно наслаивать друг на друга. Таким образом, нижний рисунок будет проглядывать через верхний, усиливая интенсивность цвета. Сложного тут ничего нету. Мы постепенно добавляем необходимые нам пятна, которые будут создавать красивую композицию. И смотрите, какая тоненькая белая линия у нас получается.
Таким образом раскрашиваем всю поверхность постепенно, никуда не торопимся, а самое главное, почаще отходите от стены, чтобы видеть полную композицию. Например, у меня сейчас в левом верхнем углу получился достаточно широкий рисунок, а в правом нижнем нужно сделать рисунок немного пошире. Точно так же добавляем небольшие новые элементы, пока не получим результат, который нас устроит. Закончили со средним цветом, и у нас уже получилась вот такая интересная картина. Теперь добавим полутонов и блеска. Для этого делю спиртовой коктейль пополам. Одну часть делаем посветлей. Для этого добавляю в нее 10% лака и столько же спирта. Этот более светлый цвет понадобится для снижения контраста темных участков декора. А во вторую часть добавляю серебристый колер. Эта порция предназначена для создания дополнительных небольших элементов рисунка. Добавив в основной белый цвет 5-10% серебристого колоранта, мы получаем тот же самый цвет, но с нежным серебристым переливом. Готово! Теперь можно приступить к созданию серебристых деталей рисунка. Убираю излишки материала с кисти и делаю плавные мазки. Наношу его небольшими участками поверх уже созданного узора. Эти элементы не должны сильно выделяться. Выглядят они практически так же, как и предыдущие, но чуть-чуть светлее из-за очень мягкого серебристого блеска. При этом нижние элементы узора хорошо просматриваются сквозь них. Рядышком, там где не хватает узора, добавляю еще один небольшой серебристый участок. Получается, что самые крупные части рисунка, созданные на начальном этапе, в ходе наслаивания новых фрагментов, разбиваются более мелкими, и за счет полупрозрачности слоев общая композиция собирается воедино. Серебро можно добавлять не только крупными либо мелкими пятнами, но также и линиями. Сейчас покажу, как я это делаю. Сперва рисую маленькой кистью извилистую полосу, чтобы она соединяла два крупных фрагмента, а после растушевываю нанесенный материал сухой кистью. Сгоняю его в одну сторону, пока не получится тоненькая полосочка. Смотрится здорово. Убираю излишки материала с кисти и рисую вторую линию с небольшим отступом через темный участок. Далее сгоняю серебристый коктейль в сторону нижних полос. Ничего сложного тут нет. Можно делать перерывы в работе и не торопиться. Если элемент не получается или появляются подтеки, то сразу их стираем влажной тряпочкой и переделываем. Серебристых участков достаточно, теперь осталось сделать переход от самых светлых к темным участкам. Для этого я буду использовать полупрозрачный белый цвет. Вы можете работать в такой технике, применяя разные цвета. Только нужно обязательно заранее сделать пробные образцы и подобрать хорошее сочетание оттенков. 3-4 будет вполне достаточно. Они точно так же лягут друг на друга, и из-за полупрозрачности нижние цвета будут проглядывать через верхние. Только лучше применять белую основу для таких вариантов, чтобы она не влияла на сами цвета. Так будет проще найти правильное сочетание. Либо нужно сделать пробные образцы и подобрать оттенки с учетом цветной основы. Это сделать сложнее, чем просто применить белый цвет в качестве фона, но зато можно получить очень интересный вариант декора. Самое важное в этой работе — видеть всю картину целиком, поэтому не забывайте отходить на пару метров от стены, чтобы видеть всю композицию в целом. После создания рисунка поверхность необходимо защитить. Делать я это буду акриловым лаком. Удобнее всего его наносить валиком с коротким ворсом. Набрала немного лака и приступаю к окрашиванию поверхности. Главное на этом этапе укрыть весь декор равномерным тонким слоем материала и не допускать подтеков. Таким образом наносим лак в 3 слоя с межслойной сушкой, как указывает производитель. Если вам нравится такой деликатный, не очень глянцевый блеск, то поверхность можно оставить такой, как она есть. Ну а если вы хотите добиться максимального глянца, то оставляем лак на неделю, и после этого можно приступить к его шлифовке. И начинаю я с 240-го абразива. Готово! Вот такой хороший глянец у нас получился. Он отлично вписывается в общую картину, и декор смотрится очень необычно и интересно. Причем под разным углом обзора он меняется, что добавляет свою изюминку.
Мне давно хотелось сделать что-то подобное тем интерьерным картинам, которые я видела на фотографиях в интернете. И эта техника хорошо подходит для создания подобных работ на стенах. Если не знать, как работает этот метод, то подобный эффект может показаться чем-то суперсложным. Такое ощущение, что это многослойный акварельный рисунок, как будто на темную стену долгое время падали огромные капли белой краски и высыхали, создавая этот футуристический узор. Есть что-то космическое в нем, какая-то невесомость и глубина. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!